Ну что, ребята, давайте посмотрим наше скромное жилище. Мы 3 месяца назад переехали в эту квартиру. Как вы видите, что здесь гостиная совмещена вместе с кухней. Вот такие 2 диванчика. Место, где я работаю. Делаю ролики для вас. Вот сейчас только отключил кондиционер. Пока работал, было 24 градуса, уже 27. В общем, вот посудомойка, холодильник. Что здесь? Вода. Здесь еще что-то для шитья, машинка. Ну, в общем, вот так это все выглядит. Давайте пойдем посмотрим на балкон. Мы живем на 3-м этаже. Ну, здесь что у нас? Вот сейчас жарко. Ух, какой жар. Ну, пойдем в другую комнату посмотрим. Дверь купе. Здесь будет выход в коридор туда. Вот я гуляю, хожу. Привет. Так, ну ладно, хорошо. Вот эта комната для гостей. Но у нас за 3 месяца еще не было. Нет, 1 раз уже были гости. Кондиционер есть, 2 кровати. Вентилятор. Но в такую жару вентилятор не помогает. Абсолютно. Только кондиционеры. Мой любимый рюкзачок. С ним хожу на море и везде, в общем. Здесь, сейчас склад сделали. Маленькая такая комната. Вообще это 2-й туалет. Стиральная машинка. Здесь что смотреть тоже. Хорошо, что здесь окно есть. Вот это, конечно, большой плюс. Проветривается все хорошо. И вот эта комната, где мы отдыхаем, в общем, после рабочего дня. Тоже есть кондиционерчик. Вот как-то так, в общем, ребята. А вот эта вот надпись, это так было, когда мы пришли. Но когда я начал убирать, там, в общем, кто-то пробил дверь из прошлых квартирантов, видимо. Ежемесячная оплата составляет 18 тысяч лир плюс коммунальные услуги. Около 1000 лир выходит за электричество каждый месяц. И где-то лир 400-500 выходит за воду. И интернет стоит тоже в пределах 500 лир. Сейчас в Турции, в Анталии слышим от наших друзей и знакомых, что такое благоприятное время для того, чтобы получить вид на жительство. То есть разрешение на временное пребывание, временное проживание здесь. Вот я сколько слышал от знакомых, кто-то просит на 1 год, и в миграционной полиции дают ему разрешение на 1 год. Даже слышал такие случаи, что и на 2 года людям давали вид на жительство. Поэтому сейчас благоприятное время для этого. Если у кого-то есть возможность и желание поехать, пожить возле моря, то сейчас это как никогда актуально и возможно. Но с другой стороны, тоже слышал немало таких примеров, когда люди, даже имея вид на жительство, все-таки переезжали, возвращались домой или ехали куда-то дальше, на другое место жительства. Потому что действительно цены растут, жизнь становится дороже, и не каждому это по карману. Да, сейчас с той стороны получается солнечно. Вообще эта квартира на 3 стороны, а 4-я сторона выходит в подъезд. Недавно была история. В общем, захлопнулась дверь, и вот этот вот язычок закрылся. Я его открывал пластиковой такой карточкой. Кому интересно, посмотрите. Видео есть на ютубе. Там на 1-м этаже у нас велосипеды хранятся. И еще выход на крышу есть. Можно на крыше посидеть. Вот, как видите, наша крыша. Здесь тоже можно сидеть, отдыхать. Вечером, когда вот прохладненько уже, очень хорошо. Бочки стоят везде на крышах. Круглый год горячая вода есть в квартирах. Вот 1 раз бочку поставил, и все. Холодная вода в нее набирается, а уже используешь горячую. Вот смотрите, какой шикарный закат. Надеюсь, камера передает. Сейчас еще опустится солнце, и будет вообще шикарно. В общем, я вот так вот здесь сижу, работаю, делаю для вас ролики.
Так, сегодня у нас вторник, 22 июля, 18:45. Наблюдаю тут, как Лена что-нибудь на кухне делает. И туда смотрю тоже, может быть, телевизор что-то включаем там. Да, кстати, в прошлой квартире, в которой мы жили, мы там жили больше 4 лет. Вот, еще мы там пару раз переезжали, но в тех местах мы недолго жили, тоже где-то по полгода или меньше. Вот, а в одном месте мы прям долго жили, 4,5 года или почти 5. Вот не знаю, сколько здесь мы будем жить, посмотрим. Но уже 3 месяца мы в этой квартире находимся. Открыл свой YouTube канал, называется Анталия Браво. Тема основная это Анталия, Кемер. Снимаем влог в основном про море, про шопинг, про отдых, про путешествия. В общем, вот такая тема. И вот недавно совсем сделал видео вот такое интересное. Короткое, такое насыщенное. Смотрите, 128 просмотров. Это вообще что-то. Вот здесь шорты есть. Шорты вот по 12 тысяч набирают. По 4, по 8 тысяч. Вот, самые популярные видео, смотрите, это вот магазин кожи, 58 тысяч. Ну и там дальше тоже базары, магазины, аэропорт. Интересные ролики, но почему-то очень слабая обратная связь. Лайков мало, комментариев мало. Да, вот и есть интересная программка для блогеров, для ютуберов. Здесь вот можно посмотреть достижения. Вот 8000, ну почти 300 подписчиков. Вот 1,5 миллиона просмотров. Но здесь, если смотреть, вот эта зеленая полоска, показано, что еще 40 тысяч просмотров и будет 2 миллиона. Кстати, друзья, хочу рассказать вам, что у меня на YouTube появилась новая функция, называется дубляж. То есть это не просто субтитры, а реально перевод звуком, перевод голосом делается на другие языки. Вот это, конечно, радует. Давайте сейчас покажу вам. Вот смотрите, например, последний ролик. Здесь я делал такой классный. И вот включаем. Он получается на русском языке. Вот нажимаем на колясико вот на это. И вот здесь звуковая дорожка, смотрите, русский и английский появился. Вот нажимаем английский. Look at the horizon and pretend that you are a rich heir who has escaped from the hustle and bustle. There will be stops along the way. We swim, jump into the water, laugh like children. Lunch is included, delicious and filling. Even if you are not a sailor. Я считаю, что это такое интересное продвижение. Это позволяет, что если мои ролики будут переводиться автоматически на разные языки, то его смогут смотреть, например, в Америке, в Европе, в других странах. Ну и вообще мы знаем, что английский язык это самый распространенный, да, можно сказать. Также, друзья, у меня есть канал на Яндекс.Дзене. Вот и здесь я тоже выкладываю видеоролики. Тоже, видите, есть короткие видео, есть длинные. То есть тоже здесь. То есть те, кто не может смотреть на YouTube, может быть, у кого-то блокируют YouTube, там VPN не работает, еще что-то, то вы можете посмотреть мои видео на Яндекс.Дзене. Ну вот такое короткое видео решил для вас снять, просто поговорить о YouTube, параллельно показать, где мы сейчас живем. Если у вас есть какие-то вопросы о жизни в Турции или про YouTube, или вообще что-то хотите спросить, узнать, пишите комментарии. Вот заварю сейчас кофеечку, попью кофе и буду работать что-нибудь. Может быть, сделаю сейчас это видео, посмотрите. Я завариваю прямо в стакане вот так. Хотя можно сварить и такой, как она называется, в турочке. Ну, иногда просто вот так в стакане завариваю. В общем, тут развлекаюсь, пока дома один, никого нету. Чем-то нужно заниматься. Решил сделать видео в домашнем формате. Да, кстати, вот хороший ролик
я снял недавно совсем про аэропорт Анталии. Как раз встречал Лену, она прилетела с Алматы. Подробно здесь показал, как доехать, сколько это стоит, как купить карту. Про первый терминал, про второй терминал. Поэтому, кому интересно, посмотрите. О, что-то мне написали, какое-то сообщение. Поздравляем! Видео Shorts помогли вашему каналу получить в 1,3 раза больше просмотров за последние 28 дней. Здесь разная аналитика по каналу, вот можно хоть что увидеть. Ну вот здесь кто смотрит мой канал, возраст. То есть молодежь смотрят совсем немножко, начиная где-то с 25 лет, вот видно уже 13%. И в основной люди смотрят в основном от 35 лет до 65, вот видно. Смотрят канал, можно даже посмотреть, мужчины или женщины. Так, возраст и пол, вот, женщины 66%, мужчины 33%. Вот, ну у меня тема такая, шопинг, там что-то, море, пляж. Если бы я показывал автомобили, еще что-то там, наверное, мужчины больше бы смотрели. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если будут у вас вопросы о жизни в Турции, вот, о Ютубе, еще какие-то вопросы, пишите в комментариях. Буду рад ответить, буду рад увидеть обратную связь. Все, спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх и обязательно напишите, что хотели бы посмотреть, на какую тему снять видео. Все, друзья, пока-пока, до новых встреч, до нового видео.